Смотрите, едет железный автобус. В автобусе сюжет. Парень сидит. Рядом бабушка, очень дерзкая, не дает расслабиться. Хочет присесть. Недалеко парень Леха. Он иудей. Но это не важно. А парень вообще нормальный. Любит гусениц, зверей. А у него, кстати, в зоопарке слон, друг детства. Вот у него проблема. Первого дня залетел в офис голубь. Нормальный, богоугодный голубь. Но что-то с ним не то. Мух не ест, все время улыбается. Парень очень хороший. Сразу к боссу. Дай, говорит, денег на ветеринара. Ну как не дать? Но боссы бывают разные, сами понимаете. Этот не дал. Но зато парень хотя бы выходное пособие выбил. 5000 рублей. Едет он. Настроение неважное. А надо бы посоветоваться со своим внутренним певцом Готье, уступать или не уступать. Внутренний певец Готье, естественно, говорит: плохая бабушка, не уступать ни метра. Но тут без Готье понятно. Бабушка явно была проституткой при Брежневе. Или того хуже. Бабушка – латентная летучая мышь. А у парня и без этого проблем. Заболел друг детства. Тот самый слон. А парень на все выходное пособие купил слоновью сыворотку и везет ее другу. Посмотрите, а Леха иудей мечтает найти свою любовь. Но это не важно. И тут возможны варианты. Если парень не уступает, это сразу ощутимое вмешательство водителя автобуса, у которого, что правда, то правда, тоже проблемы. Шел он вчера на вечеринку роботов, и тут ему кричат: «Эй, пидорасик!» Он обернулся, а этот хозяин звал свою собаку. У нее кличка такая – Пидорасик. Вообще-то собака породистая, и по родословной зовут ее, естественно, Юра. Но хозяин ласково зовет ее Пидорасик. Ну, с кем не бывает. И все прохожие обернулись, засмеялись. А водитель, выпускник МИФИ, испытал невиданный доселе позор. И на вечеринку роботов из-за этого его не пустили. Ну что ж делать, выпускник МИФИ, обозванный пидорасиком, страшное оружие в руках судьбы. Вот тогда парня и осеняет. Хоть не уступлю, но вколю слоновьей сыворотки, чтобы бабушке лучше стоялось. Ох и смешной. Забыл, чему нас всех учили в 1 классе. Колешь бабушке слоновью сыворотку, и бабушка сразу превращается в слона. А бабушка, слон, одетая в автобус, это кусок паники. Разрушения случаются такие, что бабушку пристрелят органы. Что говорить, бабушки-слоны плохо кончают в автобусе. Поэтому, парень, уступи место бабушке. И вы тоже. Уступайте место бабушкам, даже самым плохим. И все у всех будет хорошо.